Морской бог очень хочет, чтобы Тансан стал его наследником. Поэтому в самый страшный кризис, когда смерть дышит прямо в затылок, он спасает Тансан от гибели. В этот раз угрозой была богиня сотого ранга. Противника сильнее даже трудно представить. Тансан уже использовал все свои козыри, такие как молот Сумеру и слеза Гуанинь. Но хорошо, что он вернул свой божественный артефакт – Трезубец. Как же случилось, что морской бог снова явился и спас Тансана? Скрывшись под землей, Тансан быстро двигался к океану. Однако Цянь Жэньсюэ твердо решила поймать его до того, как он достигнет берега. Иначе бескрайний океан защитит Тансана и скроет его от врагов. Все же это родная стихия морского бога, а Тансан был его наследником. Поэтому богиня тоже спустилась под землю, используя солнечный огонь и ангельский меч. Земля вокруг нее буквально плавилась и таяла. Когда Тансан понял, что Цянь Жэньсюэ преследует его под землей, он только слегка улыбнулся и еще больше углубился в землю. Богиня использовала другой метод передвижения под землей, поэтому уставала больше, чем Тансан. Он же использовал контроль гравитации и уменьшал вес земли вокруг себя. Когда Тансан прошел 1000 метров под землей, а Цянь Жэньсюэ отставала где-то на 200 метров, ее скорость уже падала. Это было частично из-за большой глубины, а также ее солнечный огонь уже истощался. Однако Тансан внезапно остановился. Его первое кольцо на молоте исчезло. Цянь Жэньсюэ сразу же начала сильнейшую атаку божественным мечом. Тансан защищался молотом, держа его перед грудью. 8-е кольцо засияло, красный свет вырвался наружу и полностью окутал его. Он был как панцирь, прилипая к коже. Это 8-й навык молота под названием 15-тонный барьер. Тансан достал трезубец. Свет морского бога лихорадочно вливался в него. Тансан сформировал перед собой 9 колец света. Оборонительную позицию навыка нефиксированная буря. Сломав все 9 защитных барьеров, атака ангельского меча уменьшилась наполовину. Тансан повернулся спиной, чтобы внешней костью отразить оставшийся урон. От этого взрыва вся земля вздрогнула. Тансан отбросила на 100 метров в земле. Энергия защитного панциря была полностью разрушена, и даже 8 паучьих копий божественного уровня были сломаны. Одежда на его спине превратилась в пепел. Тем не менее, тело Тансана в основном не получило серьезных повреждений. Быстро взорвав первое кольцо Синесеребряного Императора, он помчался вперед. Когда он активировал 6-е и 8-е кольцо на молоте, полученные от муравьев, он понял, что с ними передвигаться под землей еще проще, чем используя кольцо от обезьяны Титана. Почва перед ним легко раздвигалась, и он двигался еще быстрее. Все дело в атрибуте муравьев. Внезапно Цянь Жэньсюэ остановилась, очень резко. Тансан заподозрил что-то зловещее. Цянь Жэньсюэ ангельским светом пробила канал на поверхность. Снова увидев солнце, ее сила восстановилась. Она активировала все атрибуты ангельского одеяния. Ее тело втянуло и удерживало энергию истинного солнечного огня. Постепенно ангельское одеяние стало чисто красным. Даже длинные волосы на голове Цянь Жэньсюэ были окрашены в красный цвет. Кажется, она использовала свою сильнейшую форму. Красная фигура выстрелила прямо в землю. Это было похоже на то, как раскаленный метеор мчался под землей, преследуя Тансана. Расстояние в 3000 метров сократилось в одно мгновение. В момент опасности клеймо трезубца на его лбу вспыхнуло, соединившись с сердцем морского бога. В то же время Тансан без колебаний взорвал все оставшиеся 8 духовных колец на первом духе. Это все, что он мог сделать сейчас. Страх, от которого дрожал даже трезубец, подсказал Тансану, что его жизнь вполне возможно закончится прямо сейчас. Поэтому в этот момент он не стал сдерживаться и приложил все свои способности и силы. Взорвать 8 духовных колец одновременно. Даже предок клана Чистого Неба, создавший великий молот Сумеру, никогда не пробовал этого. Но в этот момент у Тансана не было выбора. Удар. В этот момент ужасающий красный свет заполнил все вокруг Тансана. Это было на глубине 1500 метров. Тансан был потрясен, он чувствовал, что земля вокруг него горит. Он быстро свернулся клубочком. Вся энергия взорванных колец разместилась внутри него. Вся эта энергия лихорадочно вливалась в трезубец, а из сердца морского бога в центре главного лезвия извергался темно-синий свет. Он защищал Тансана от невыносимого жара солнечного огня богини-ангела. Цянь Жэньсюэ в ангельском одеянии мгновенно появилась перед ним, как падающая звезда из чистого золота. Священный ангельский меч был выдвинут вперед. Все, что мог сделать Тансан, это заблокировать его трезубцы морского бога и выпустить способность управления гравитацией, чтобы вес трезубца достиг 500 тонн. Священный ангельский меч упал, ударив прямо по главному острию трезубца морского бога. Тансан сильно задрожал, словно его ударило электричеством. В следующий момент смесь синего и красного света взорвалась, как при извержении вулкана. Произошел взрыв энергии столкновения двух великих божественных орудий. Тансан снова увидел Цянь Жэньсюэ вблизи. Ее красные глаза были наполнены намерением убить, а ужасающий солнечный огонь постоянно пожирал защитную энергию Тансана.
Эти двое упали на дно пещеры. Меч продолжал давить на трезубец, медленно опускаясь вниз. Энергия детонации колец была исчерпана, сил не оставалось. Он только мог смотреть, как ангельский меч приближается к его голове. Неужели Тансан собирался умереть? Он ясно понимал, что когда сила от взрыва колец закончится, этот меч достигнет его головы. «Морской бог, я разочаровал вас. Сяву, я больше не могу быть с тобой вместе». Когда Тансан был на грани уничтожения, из глубины его души раздался вздох. Огромная энергетическая волна насильно отбросила Тяньжэньсюэ. Не только она была потрясена, даже Тансан тупо смотрел на него. Прямо между ними Тяньжэньсюэ появилась трехметровая золотая фигура, и трезубец Тансана уже был в ее руке. Ясно, что удерживаемый этой золотой тенью, он снова обрел свою истинную силу. Да, морской бог снова явился, чтобы спасти Тансана. Большое спасибо за просмотр. Напишите, как по-вашему, почему морской бог так сильно оберегает Тансана и много раз его спасает. Подписывайтесь на канал и всем пока.